Всем привет, с вами Дэн и Casio Okeanos. Okeanos это, конечно же, внутрияпонская линейка, которая продается только в Японии и предназначена только для японского рынка. Как мы знаем, японцы это такие товарищи, которые на внутренний рынок все самые ништячки и предлагают. Значит, здесь толстенная инструкция, гарантия японская, естественно, потому что часы-то кроме Японии нигде не продаются. Официально я имею в виду. Но благодаря Джуму, а точнее магазину Watch Market, корейскому, я эти часы заказал. Они мне обошлись примерно в 40 тысяч рублей. Ну, ссылку оставлю в описании, посмотрите, сколько они будут стоить на момент выхода обзора. Ну и будут ли они вообще в наличии. Итак, открываю коробочку классическую для Океануса. И здесь, конечно же, классический японский целлофановый, такая ракушечка, да, пакетик. Целлофановый пакетик. Напишите, поставьте точнее лайк, кто любит целлофановые пакетики. Значит, искусственная кожаная подушечка. И вот они, красавчики. Сразу пленочку надо будет снять, чтобы всю эту красотулечку распаковать и вам показать. Значит, эта модель называется Casio Okeanos OCV T151 AJF. Вот такая вот непростая, значит, непростое название, но типично японское. Любят они все вот эти непонятные индексы. Здесь у нас указано Smart Access. Это имеется в виду, что при помощи заводной головки кнопочек проще выставлять все характеристики часов. Ну и ладно, в хозяйстве пригодится. Пленочки давайте в сторону уберем. И вот эту вот красотулечку уже будем более детально смотреть. Ну, понятно, все, в общем, Океанусы это такой спортивный всегда, спортивный дизайн. Эта версия достаточно простая, но опять же, как для Океанусов, потому что вы скажете, да тут много всего на циферблате. Я с вами, конечно же, соглашусь, но Океанус это не самые простые часы, это часы весьма и весьма продвинутые. Поэтому много всего могут предложить вам, и циферблат здесь не самый простой, как я уже сказал. Здесь в этой модели имеется титановый корпус и титановый браслет, которые полируются в технике Заратсу, как говорит Океанус. Ну, Заратсу Сейка, да, а мы можем сказать, что это зеркальная полировка, точнее черная полировка в зеркало, как ее называют швейцарцы. В общем, по большому счету не суть. Конечно, не ждите качества полировки здесь, как у Grand Seiko, это не должно вводить в заблуждение, но качественная зеркальная полировка на Океанусах обеспечена. Плюс здесь, конечно же, большая часть часов имеет сатинирование. А это приятно, потому что, коль у нас спортивная модель, то сильно блестеть она не должна. Но, конечно же, японцы это всегда накладные метки, всегда зеркальная полировка по меткам и по стрелкам. Поэтому вся эта красота, конечно же, переливается как с искусственным светом, так, естественно, и на солнце, если оно у нас этой зимой иногда выходит. Как я уже сказал, вот эта вот система Smart Access, она упрощает пользование. Ну, по большому счету, один раз поставить все эти индикации, и можно про них забыть. Плюс здесь сапфировое стекло, и на задней части сапфирового стекла нанесено такое покрытие синего цвета. Синий цвет у них символизирует океан, у нас Океанус, да, океанические часы. И поэтому есть вот такой вот, как бы они немножко синевят по ранту. Ну, прикольный эффект такой. Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то считает, что это вот чересчур. Я считаю, что Океанус это специфическая модель, у них много всегда синего в дизайне, поэтому здесь окей. Здесь, в принципе, прикольно, и в этот вот, в стилистику, вот в эти принятые, общепринятые такие дизайнерские ходы Океануса, это как раз хорошо интегрируется. Прикольно. Конечно же, здесь часы сделаны в Японии. Конечно, японская сборка для тех, кому это особенно важно. Здесь, безусловно, питание от солнечной энергии, потому что аккумулятор имеется и заряжается от любого источника света. Лучше всего, конечно же, от солнца. Срок службы аккумулятора заявляется 8-10 лет, и на одной зарядке, без дополнительной подзарядки, они работают не менее 4 месяцев. Ну, то есть положили в коробочку, часы через определенное время начинают экономить энергию, то есть стрелки не двигаются, и поэтому экономия идет достаточно приличная.
Но не забываем, конечно же, их хорошенечко, чтобы они полежали на солнце, зарядились, а уже потом такие опыты можно и проводить. Здесь также светонакопитель есть Neo Bright на меточках, ну, точнее, на 2 метках, нет, на 4 метках 3, 6, 9 и 12 часов, и на стрелках также есть люминофор. Дальше, как я уже сказал, есть функция сохранения энергии. Это на самом деле достаточно важная функция, потому что, сами понимаете, у кого много часов, не всегда их постоянно носят. Поэтому хорошо, когда батарейка экономится. Что касается поднастройки точности, то она идет через радиосинхронизацию. Но это работает в Европе, США и Японии. В России кое-где работает, кое-где нет. Поэтому по умолчанию считаем, что не работает. Ну, глобально, там несколько секунд в месяц разница будет по точности, поэтому лично мне, например, плевать на это. Да? Кто-то, кто заморочен точностью, ну, тогда вам нужна не радиосинхронизация сейчас, да, вот в текущих условиях, а скорее что-нибудь типа синхронизации со смартфоном по Bluetooth или GPS, в общем, здесь вам вот туда. Если вам не критично, что у вас где-то там 8-10 секунд в месяц разницы будет, и их потом можно, если что, подвести, то вполне достаточно будет часов без GPS и без этой самой радиосинхронизации, которая в России, ну, почти нигде не работает. Хотя кое-где и работает на G-Shock'ах, у меня даже в Москве получалось. Но опять же, как я сказал, без гарантий. У часов также имеется, конечно же, мировое время. И по внешней части ранта мы это видим, вот это вот кольцо, которое чуть скошено. Оно, кстати, выделено от основной части циферблата, поэтому в плане дизайна здесь с читаемостью проблем нет никаких. То есть, да, внешняя вот у нас часть, там минутная разметка, там идут названия городов, там же люминофор, кстати, нанесен, а центральная часть циферблата это только метки идут. Да, красивая есть римская 12, остальные просто такие вот брусочки прямоугольные. И, в принципе, все. 3 стрелки, дата, ну дата на черном фоне, поэтому особо она меня, например, не раздражает. Ну и пара еще вот индикаций здесь у отметки 8 часов. И все. Это очень даже неплохо. К тому же у часов, как я уже сказал, много функционала. Это мировое время, 29 городов, ну либо там 29 часовых зон, соответственно. Полностью автоматический календарь, который автоматически устанавливает месяцы разной продолжительности и високосные годы. Ну, опять же, напомню, что это вот у нас нужна для этого радиосинхронизация. И важное, кстати, даже важнее, чем вся вот эта вот синхронизация, здесь Титан, не просто Титан, а, конечно же, японцы и Casio, и Citizen, и Seiko, они всегда вот просто так вам не дадут Титан. Они сделают Титан с защитным покрытием от царапин. И здесь как раз и по браслету, и по корпусу. Это, конечно же, не означает, что у вас можно этими часами по кирпичам, да, в общем, двигать, и они не поцарапаются. Просто царапин будет, конечно же, меньше. Но для Титана это очень важно, потому что Титан царапучий, что ужас. Сапфировое стекло с внутренним антибликом. Есть индикация уровня зарядки батареи. И 100 метров водозащиты. Ну, по большому счету, 100 метров водозащиты на все случаи жизни будет достаточно. Я уже, опять же, как обычно, напомню, что я вот этот весь функционал не показываю по часам, потому что зачем нам это нужно? На это тратить время на ролики. Кому надо, кто купил эти часы, пожалуйста, есть вот такой прекрасный талмуд. И можно все изучить и делать. А те, кто часы покупать не будут, ну зачем, в общем, 5 минут на это тратить. Поэтому перейдем к важнейшим вещам, а именно размерам. По ранту у нас получается 39,5, и часы действительно небольшие. 10, вот я намерил ровно 10 по высоте, это прям прекрасно. Дальше 20 по браслету, и от ушка до ушка здесь 49. В принципе, весьма и весьма универсальный размер. Мое запястье 18,5, ну, собственно, вот. Посадка шикарная, часы очень легкие, часы плоские. Хорошо загибается сразу вот ушки вниз, и браслет крепится под углом, поэтому посадочка, ну, что называется, идеальная. И часы вполне себе и офисные, и спортивные, в общем, куда угодно можно их
носить. Плюс есть защитное покрытие, как я уже сказал, поэтому оно защитит, если вы, например, какие-то активности с этими часами задумали. Корпус интересный. Центральная часть с сатинированием, потом идет отдельно красивый полированный, причем граненый такой безель. Матовый браслет, но при этом между центральными звеньями есть немножечко полировочки, чтобы на солнце играло, да, чтобы было симпатичнее. Ну, браслет приятный, браслет с хорошей геометрией, браслет, правда, на штифтах, но ладно, так и быть, это мы простим. И есть, конечно же, но японцы без этого не могут, некоторый люфтик под миллиметр между ушками. Это, в принципе, типичная японская болезнь или пофигизм, я уж не знаю, или экономия. Но, в общем, что есть, то есть. Если вы любите японцев, то вы им это простите. Если не любите, то, в общем, зачем вам этот видос? Дальше у нас здесь две кнопочки плюс коронка. Ну или заводная головка, если бы это была механика. Здесь все аккуратно, здесь этим достаточно просто пользоваться, но главное изучить мануал. Задняя крышка простая, здесь основные характеристики, больше ничего нет. Системы быстрой замены браслета тоже нет. Хотя, я думаю, что, наверное, лучше всего эти часы как раз таки на браслете, но с другой стороны здесь стандартное, в общем, все. И еще и ушки просверлены, поэтому можно поставить что-нибудь интересненькое, какой-нибудь такой синий, например, ремешочек. Что касается застежки, то она стандартная для Океануса на двойной фиксации, очень приятная, удобная и достаточно плоская, а для повседневных часов это прям то, что нужно. И здесь есть небольшая такая система микроподстройки, где-то на сантиметр ее хватает, ну в общем здесь вот так вот отгибаем немножечко, на кнопочки нажимаем и двигаем. Где-то вот сантиметр можно браслет под себя подрегулировать. Это важно, поскольку браслет, как видите, звенья достаточно длинные, здесь больше никаких систем регулировки нет. Ну вот такая вот весьма и весьма полезная у Океануса, причем скрытная есть система, так что про нее не забывайте. Да, кстати, у кого большие запястья, здесь про запас, ну где-то сантиметра 4, наверное, есть от моего. Ну, то есть на 21 сядут, дальше уже я бы не стал рисковать, присмотрел бы какую-то другую модель. По весу на полном браслете, конечно же, здесь титан, всего 89 грамм. И да, эта модель, ну, практически невесомая. Ну и как обещал, да, накладные метки, симпатичный весьма циферблат и, несмотря на насыщенный функционал, очень неплохо здесь с читаемостью. И по отделочке вполне на уровне. Особенно с учетом цены. Не забываем, что они стоят около 40 тысяч рублей. Понятно, что продавались бы они в нашем ритейле, это было бы где-нибудь соточку, но в нашем ритейле они не продаются, поскольку модель внутри японская. Что хочу сказать. У Океануса есть несколько моделей в такой стилистике. Они отличаются циферблатами, немножко функционалом. В общем, глобально это плюс-минус одно и то же. И я хочу сказать, что здесь, если вам нравится Титан, если вам нравятся вот такого плана модели, то, конечно, стоит посмотреть на Океанус, потому что с такой ценой, по которой они продаются, это просто такие часы подарок. С учетом, опять же, того, что здесь даже Титан, например, с защитой. Поэтому я у этих часов слабых мест не наблюдаю. Да, можно на люфт браслета немножко пожаловаться. Но, опять же, это японцы. У них всегда вот это вот есть. Всегда есть что-то, к чему можно придраться. У них по-другому не бывает. Ну, такая культура, наверное. Поэтому часы шикарнейшие. Мое мнение must have, если это вот вам в душу запало. Все. На этом все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.